Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Период до 10 июля. Давайте узнаем, что думают карты. 3 июля как раз у нас состоялось полнолуние в Козероге, а Козерог это у нас какая-то структура, это порядок. Это то время, когда мы подводим итоги. И это не просто одна дата, 3 июля, это с 4 уже, конечно, у нас проходит этот период, но воздействие его остается. И нужно сказать, что астрологически как раз, где-то до 10 июля ожидается относительно спокойный или стабильный период. Вот в последующем, 19 числа, когда у нас войдет Солнце в знак Льва, и к Солнцу присоединится Лилит или Черная Луна. Здесь могут быть какие-то события, которые вот извне, которые нас окружают, изменения во внешних обстоятельствах, в обстановке, то, на что мы не влияем, но это будет влиять на нас. Также где-то, как и в конце июня, Черная Луна присоединилась к Венере. И тоже есть элемент какой-то внезапности, опять же, в смене событий, которые нас окружают. Но это будет потом, мы говорим, а вот эти 10 дней, так планетарно ожидается, что будет достаточно, по крайней мере, мы можем что-то запланировать, мы можем в спокойном каком-то ритме совершить. Вот давайте мы узнаем, что думают карты Таро. Не всегда, кстати, планетарные прогнозы, гороскопы совпадают с прогнозами по Таро. Подчас это вообще диаметрально противоположные прогнозы, но я так надеюсь, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но если мы подключим интуицию и так вот соразмерим с тем, что мы хотим в жизни или планируем на этот период, какие-то подсказки мы ведь тоже получим. Альтернативные варианты рассмотрим. Итак, первую карту мы с вами достанем. Как на вас влияет вот этот период первой декады июля? На ваш знак зодиака, по мнению карт, как они видят, как влияет. И если мы спрашиваем про события, вот главное событие первой декады. И каковы перспективы, давайте узнаем. Может быть, продолжение будет какое-то следовать. И мы узнаем неожиданные события или в целом неожиданности, может быть, какие-то. И что нам помогает? Итак, в целом оценка ситуации. Да прекрасно. Карта сила. Что тут говорить? Вообще это карта великого манипулятора. У нас девушка слабая показана на карте, которая путем того, что вот так мягкими энергиями воздействует на грозного зверя, он ей подчиняется. Подчиняется, потому что не чувствует агрессии. И где-то правильное выстраивание взаимоотношений хоть с кем. Будь это ваши близкие, будь это ваши супруги, или, может быть, отношения партнерские по работе с коллегами, или нужно какие-то вопросы согласовать в высоких инстанциях, какие-то документы подписать. Карта сила, энергетика, как у карты мага. Нет ничего невозможного. Но благодаря именно тому, что мы как серые кардиналы наблюдаем и применяем те методы, которые где-то хотят видеть, слышать люди. Безусловно, дипломатия, назовем это более культурно. Подсмысл-то таков, что мы ведь ни в какую конфронтацию не вступаем, а умеем как раз договариваться, умеем применить какие-то вот альтернативные, возможно, варианты для того, чтобы решить наш вопрос. Правда? Нет ничего невозможного. Главное событие давайте узнаем. И здесь у нас карта повешенного. Вот как раз, посмотрите, второй старший аркан. Видимо, обстоятельства, которые вокруг вас, они уже будут все равно проигрываться в эти 10 дней. Или какая-то обстановка, которая сложилась до этого, так или иначе на вас все равно влияет. Может быть, есть какие-то задержки или паузы в подписании документов, или вы себе запланировали какие-то дела, или есть остановка, тоже по независящим от вас причинам. Но с учетом карты сила, каким-то образом мы это дело можем протолкнуть. Хотя карта нам напрямую не говорит, все-таки главное событие у нас выпадает карта повешенного. Конечно, для кого-то она может означать, с учетом тем более карты сила, это когда мы
действуем совершенно не так, как действовали бы прежде. Мы какой-то шаблон внутри себя самих ломаем и понимаем, что если я буду действовать как раньше, я ничего не добьюсь. Значит, пойдем как-то в обход, да? Это правда часто срабатывает. Или я применю какие-то другие методы, каким-то другим образом я попробую решить или сделать, осуществить то, что я наметил или наметила. Как будто все средства хороши, а победители не судят. Вот где-то эти две карты, два старших аркана, могут так проигрываться. Ну, наверное, закон мы точно не нарушаем. Помним, что с черной луной шутки плохи, и тайное всегда станет явным. Поэтому вот тут мы себя бережем, страхуем сами. Маги, волшебники, об этом мы тоже должны подумать. Так вот, у кого-то карты могут говорить о том, что даже если быстро какой-то вопрос не решится вот именно в эту первую декаду, то все равно есть вариант закрыть вопрос или решить какое-то дело. Все-таки рядом у нас выпадает карта сила. То есть вот есть такая хорошая поговорка: не мытьем, так катаньем. Карта повешенного еще и говорит о том, что мы словно какую-то проблему или вопрос должны увидеть с другого ракурса. Какие-то перспективы, может быть, по карте сила перед нами открываются. Нужно самого себя где-то страховать, чтобы не оказаться в каком-то тупике. Ну, наверное, интуицию это точно призвать, что-то просчитать. И не должно быть вообще, знаете, зависимой ситуации. Вот для кого-то из вас это выход может быть из зависимости, может проиграться 10 дней. Это могут быть зависимые отношения. И тут не обязательно личная жизнь про любовь. Здесь может какая-то по работе быть тоже патовая ситуация, когда я словно на крючок попал, а здесь вот как раз с него соскочить очень даже будет хороший вариант. Я бы сказала, что есть возможность решить какую-то проблему, даже застарелую, но действуя совершенно не так, как прежде. Но вполне возможно, для кого-то из вас это будет просто означать, что не ускоряй какое-то дело, потому что все равно не получится получить быстрый эффект. То есть есть все-таки по этому периоду, поскольку, опять же, карта повешенного, и значит, какие-то задержки у нас неминуемы. Поэтому более хладнокровно, наверное, мои дорогие стрельцы, относитесь к тому, если сразу вам не поставили подпись на какой-то документ, или вам не сразу пришел ответ, не сразу, может быть, откликнулись на какие-то либо ваши предложения, а может быть и вы сами будете тоже вот так раздумывать и смотреть с разных ракурсов, стоит мне этим заниматься или нет. Давайте мы спросим, какие же перспективы. Вы знаете, у кого-то проиграется в личной жизни, это по принцу кубков, у нас спаситель идет или искатель Грааля. Вообще карта в первую очередь искренних отношений, и здесь это может проигрываться все же два старших аркана, конечно, в любой сфере жизни, но часто даже если мы говорим про личную жизнь, то здесь больше такие вопросы, знаете, как дружбы искренней, душевного тепла проходят вопросы, а для кого-то из вас это может быть приглашение поездки куда-то. А для кого-то еще это вы можете задумать какой-то свой проект, которому вы придаете большое значение. Проект будет как творческий или, по крайней мере, это то, чем нам хочется заниматься. И если мы говорим на перспективу, ведь это, по сути дела, карта самой по себе перспективы и духовности. Почему очень часто проходят священнослужители по этой карте. Но я хотела бы сказать, с этими двумя картами может быть вот тот какой-то внутренний инсайт или какое-то дело, мои дорогие стрельцы, которому вы лично придаете большое значение. Не в плане материальном или каких-то вау-заработков. Нет, вот есть некий принципиально важный вопрос, который как будто нам нужно решить. Может быть, он меняет в целом качество нашей жизни. Или он перед нами откроет какие-то возможности. Вот что-то такое. Ведь если мы говорим, каково продолжение, вот здесь прекрасное продолжение следует, но есть все же взаимодействие с человеком, и поэтому у кого-то проиграется вот этот человек, как ваш ближайший, может быть, друг или супруг, или кто-то, может быть, из знакомых,
который помогает, или нас судьба, может быть, сведет с таким человеком. Может быть, это будет просто эпизод и поможет в каком-то, ну, на каком-то интервале или отрезке нашего жизненного пути, но, видимо, эта помощь будет как-то ощутима. Или этот человек может нас, словно учитель, направить в нужном направлении. И здесь имеется в виду, что мы можем даже какую-то информацию услышать, которая нас захватит полностью и будет для нас, знаете, как целью какой-то. Ну, наверное, у каждого по-разному. Но у вас в любом случае сильная позиция. И я бы сказала, что уделить внимание вот чему-то такому на перспективу, вообще, наверное, в эти 10 дней что-то для себя решить окончательно, в каком же направлении я иду. Это, знаете, это как самого себя словно перепрограммировать. Вот такое тоже может быть. Все-таки два старших аркана, их настолько долго можно трактовать и практически с любой позиции, с любой сферы жизни. Но давайте в неожиданностях что-то заканчивается. Тут действительно какой-то прошлый период неизбежно должен, или мы должны, может быть, подвести какие-то итоги. И знаете, скорее всего, вам захочется это сделать. Может быть, у кого-то действительно дата будет конкретная, когда, к примеру, будет подписан документ, и вы почувствуете себя свободно, когда я могу условно вздохнуть, подвести вот тот итог или ту демаркационную линию между прошлым и будущим. У нас выпадает карта смерти, 13-й аркан. Я надеюсь, все правильно понимают, что это у нас о трансформации. Нам говорят это в неожиданностях. По этой карте, правда, и в течение 10 дней, повторюсь еще раз, могут быть какие-то обстоятельства, которые будут на вас влиять. Словно сама Вселенная вас заставляет измениться, может быть, изменить отношение к кому-то или к чему-то, попробовать себя как в новом деле, так и выбрать какие-то новые ориентиры. Не случайно принц кубков, как спаситель или искатель Грааля. По этой карте в неожиданностях мы должны рассчитывать все-таки сами на себя. То есть какой-то кульминационный момент, когда нам никто не придет на помощь, правда. И если нам и приходит на помощь, да, это мы ведь на перспективу спрашивали, то это, знаете, может быть как инсайт или какое-то предложение, или человек, который нас может выслушать, допустим, дать совет, но сказать, что что-то будет кто-либо делать за нас, нет. 13-й аркан. Нам придется делать что-то самим однозначно, потому что это те изменения, которые направлены, наверное, Вселенной именно конкретно на нас. Мы должны изменить какие-то свои взгляды, приоритеты, может быть, или по-другому увидеть новые обстоятельства жизни. Не рисовать себе как по-прежнему какому-то паттерну, картину, а вот реальность, она поменялась, и нас словно будет пространство заставлять увидеть новые условия жизни или новые какие-то грани сотрудничества или новые возможности. Нам придется пройти какой-то период в темноте. Я часто говорю по карте смерть, это, знаете, как мы садим зернышко, допустим, да, в землю, и надеемся, что оно прорастет. Так вот, оно прорастет в том только случае, если в первую очередь, первая стадия, это разрушение идет оболочки, вот этот панцирь жесткий, который сохранял какое-то время малюсенький росток, он должен быть неизбежно разрушен, чтобы не удерживать вот это что-то молодое, поросль вот эту, да, которая стремится к солнцу. И поэтому какие-то перемены, которые, может быть, даже болезненные, или мы не готовы что-то отпускать, а вот, наверное, там в небесной канцелярии уже прописаны были. И поэтому от того, как мы быстрее освободимся от каких-то оков, словно прошлого, примем как, может быть, какую-то реальность, которая создалась. Ведь у каждого своя какая-то обстановка, я это понимаю. Но вот, видимо, то, что произошло, просто надо принять. Да, есть такой факт. Может быть, меня это, ну, не просто разочаровало, а где-то, ну, совсем обездвижило. Но, тем не менее, вот я должен в новых каких-то реалиях отстроить свою жизнь. И какой-то период мы будем, как тот росток, еще сквозь вот землю он пробивается, прежде чем поверхности достигнет. Вот и так нам придется сквозь какую-то темноту с верой в собственные силы и самого себя пробиваться к солнцу. Вот такая трансформация в неожиданностях, как старший аркан. Для кого-то вопросы, наследство. Что нам помогает?
Кому-то придется отправиться в поездку для того, чтобы разобраться с каким-то вопросом или с конкретным делом, выяснить, может быть, на берегу, вот именно в том месте, где это действие либо произошло, либо разворачивается, либо информация наиболее точная, вот в определенном каком-то месте. У кого-то это будет ближайшая какая-то поездка, а у кого-то это проиграется как достаточно далеко. С другой стороны, это выход из зоны комфорта. Это имеется в виду, что ничто не будет как прежде. И нам будет помогать как раз готовность, что мы отпускаем прошлое. Нам напрямую эта карта говорит. И есть такой момент, что мы ищем выход, как будто из какой-то тупиковой ситуации, и мы его находим. Какой-то вопрос. Для кого-то это как закрытие гештальта, а для кого-то из вас, может быть, нужно сделать какой-то важный выбор вот в эти первые 10 дней. Но как будто по карте нам говорят, вы его находите. Вот в этот период первой декады есть возможность совершенно спокойно решить даже самые сложные какие-то вопросы. Может быть, принять Соломоново решение или распутать какой-то Гордиев узел. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы.